Ребят, всем здравствуйте. Сегодня случилась одна неприятная ситуация у меня вот с моей орхидеей. Стояла она на данном реанимационном окне. Я, конечно, каждый день их вижу. Я каждый день встаю и включаю им подсветку. Ровно вчера, даже вечером, когда я ее выключала, такого с орхидеей не было. Сегодня утром проснулась и увидела, что все листья одномоментно за одну ночь, они у нее пожелтели. Эта орхидея, я вам ее много раз показывала, прям хвастала, прям такие шикарные видео были про нее, и что будет у нее вот такой итог, я ни в коем случае не ожидала. Я изначально ее купила полностью уцененная, полностью с гнилой корневой. Я знала, да, что у меня будут с ней проблемы, и я ее выходила. Я ей нарастила корневую систему. Вот в данном видео можете посмотреть, и в дальнейшем про нее также буду показывать. Я думала, что будет все нормально. И корни у нее наросли. Но что листья вот так себя поведут, я, конечно, ни в коем случае не ожидала. Это для меня вообще, можно сказать, шок. И что случилось с орхидейкой, я не знаю. Давайте сейчас вместе с вами будем смотреть и будем разбираться, ну и выяснять, что привело именно к моментальному пожелтению всех листьев. Не то чтобы один там начал желтеть где-то от основания, не то чтобы один начал желтеть где-то с конца, там наоборот. А видите, ситуация вообще неординарная. Вот такая неприятная картина, которая образовалась в один момент. Что я думаю по поводу того, ну, что же случилось с орхидейкой? Давайте смотреть вообще на нее в целом. Содержу я ее именно, ну так, стакан в стакане. Здесь у меня на дне постоянно водичка, для того, чтобы нарастала корневая система. И мы как можем видеть, ребят, корневая система, она у нее хорошая. Вот растущие корешочки. Вот корешочки растущие. Вот они есть. И говорить о том, что происходит какая-то грибковость, я не могу. Если бы, ну, именно была корневая гниль, та самая тоже грибковость, нет ее здесь. Корни чувствуют себя прекрасно. Давайте посмотрим на шею. Шея чистая. От основания не видно никакой черноты, никакой желтизны, там серы, гнили, что-то еще. Все нормально, все чисто. Вот даже там от основания я вижу, что вот в этом месте у орхидейки проклевывается новый корешок. И если бы это была вообще по идее грибковость, то листья начинают желтеть от основания, наоборот, к концу. А здесь ситуация абсолютно другая. Здесь каждый ее лист желтеет с конца к основанию. И за то время, пока она у меня стоит, реанимируется, она нарастила себе вот эти два корня. У меня вообще было два предположения. Первое предположение – это у орхидейки хлороз. Бывает такое, что листья начинают вот так вот желтеть, но знаете, хлороз, он еще маленько проявляется по-другому. В этом видео можете про него посмотреть. Когда вот моментально вот такое вот пожелтение, и я принюхиваюсь, вот я понюхала, здесь нет ничего. Тоже бывает такое, что либо бактериалка, либо фузариоз. Ну, ребят, там абсолютно другие пожелтения. Там именно, что ствол желтеет от основания, наоборот, к концу. Вот здесь вот вся желтизна, а кончики листьев, они, допустим, зеленые. Так что это два разных заболевания. Это ни в коем случае на данный момент не грибковость. И мои предположения являются таковыми, что та часть корневой системы, которая вот была ранее, вообще она сгнила, она питала именно вот эти ярусы листьев, вот эти, которые сейчас пожелтели. Та корневая система, которая у нее сейчас наросла внутри грунта, отвечает вот за эти два листика. Как вы видите, они хорошие, они зеленые, нормально, идеально. Поэтому я и думаю, что, и дай бог, вердикт мой будет верен, что те корни, которые погибли, вот так вот себя орхидейка повела. Знаете, вот я вообще, по идее, долго на нее смотрела в плане того, что вот эти листья она держала. Но она их держала 5 месяцев. Вы представляете? При тех условиях, что корневой системы не было вообще. И на данный момент, ну не то чтобы, наверное, сбой, просто
Уже орхидея отсюда решила взять все последние питательные вещества, которые возможно, и вот так вот моментально резко листья отжелтила. Конечно, это страшно. Это страшно увидеть вот такую орхидею в одномоментно, которую тем более ты здесь выхаживаешь, выращиваешь с нуля, если так скажем, если корневой системы ранее не было, и листья одномоментно отжелтились, но не дай бог никому с таким столкнуться, тем более новичкам. Также у меня предположения были, что это хлороз. Но, ребят, хлороз, он маленько проявляется по-другому. Конечно, я и сейчас на случай всякий для профилактики обязательно дам в хелатной форме именно железо. Бог его знает. Мы здесь не имеем лаборатории, не имеем условий, по которым мы можем вынести точный диагноз. Это только лишь наши предположения. Да, я ей дам. Именно признаки хлороза, даже как сам производитель пишет, это пожелтение листьев с зелеными прожилками, их опадание, мелкозернистость, усыхание побегов, замедление роста. Но знаете, здесь еще ситуация такая, вот эти вот листья, да, они мелкие, они намного мельче, нежели вот эти. Они очень медленно растут, но и ситуация у орхидеи, она реанимационная, она только-только наращивает корни. У меня даже были такие мысли, что вот я прям сейчас орхидею буду отсюда вытаскивать. Я ее все буду доставать, потрошить, там что-то с ней делать, спасать. Мгм. Как новички все любят спасать. Давайте ее спасать. А что спасать-то будем? Если при том, что у орхидеи нормально растущая корневая, хорошая, и вся вот эта желтизна, она не от основания, а с концов, я считаю, что здесь ничего потрошить не нужно, и это естественный сейчас процесс у орхидеи. Она их просто скидывает. Все. Нет питания, нет корневой системы. Она сейчас отсюда все последнее заберет, и тогда уже от этих листьев освободится, останутся чешуечки, и орхидейка будет расти вот с этими двумя листами. И уже вне камеры, ребят, я эту процедуру проведу, я орхидейку обязательно полью в качестве профилактики. Бог ее знает, что там у нее. Вреда от него тоже никакого не будет. Это микроудобрение, которое содержит именно железо. Как сам производитель пишет, 5 грамм на 10 литров воды, но это будет намного. Я возьму 1 грамм на 2 литра воды. В самый раз. Остатки либо вылью, либо посмотрю, там, если нуждаются какие-то орхидейки еще, я им тоже добавлю. И вот сейчас вот уже, конечно, все осмотрев ее, все просмотрев, прокрутив, провертев, я паниковать даже в этом случае не буду. Я буду за ней обязательно наблюдать, я буду за ней обязательно следить. Ну и ожидать того момента, что она сейчас листики полностью отжелтит. Ну и, собственно, все. От них освободиться, останется с этими двумя и будет далее прорастать. Если бы я, конечно, увидела, что есть какие-то изменения на стволе, вот тогда-то бы я, наверное, начала что-то предпринимать. Или если бы увидела тоже, что вот эти корни от основания, они либо чернеют тоже, либо усыхают, каким-то образом увядают, портятся, я бы тоже начала паниковать. А у нас все чисто. У нас все нормально, идеально, и повода для беспокойства нет. Здесь я считаю, что нет никакой грибковости. И, ребят, с одной стороны, я ожидала, что у орхидеи рано или поздно начнут желтеть листья. Но знаете, я думала, что, допустим, начнет желтеть этот листик. Они же, если все хорошо и нормально, сначала один, потом другой, через какое-то длительное время. Но я ни в коем случае не ожидала, что это будет вот так раз и в один момент, одномоментно. Нет. И даже сейчас я не паникую. Даже сейчас я ее отсюда не потрошу. И вы знаете, почему я придерживаюсь тому, что не всегда нужно орхидеи вытаскивать. Конечно, есть ситуации абсолютно различные, когда вот прям здесь и сейчас есть такое. Но я за ней же смотрю. Я же знаю, в принципе, какая у нее ситуация. Ладно, я ее достаю из горшка. Я ее начинаю потрошить, что-то с орхидеей делать, что-то там вытаскивать, смотреть, корневую систему разглядывать. Но я также прекрасно на данный момент ее вижу сквозь горшка.
Почему мы тоже должны орхидейки усаживать в прозрачные горшки, а лишь только для того, чтобы видеть всю картину? Если бы она у вас сидела в каком-то, не знаю, в черном, коричневом, в белом кашпо, если вы не видите корневую систему, вы бы, конечно, на этот момент орхидею доставали, смотрели, что с ее корнями. А здесь нет, этого не придется мне делать. Если я ее достану, если я там все у нее рассмотрю, и что в итоге? Я ее опять что ли посажу? Да, я знаю, что там есть, присутствует часть гнилостных корней, которые там ранее были. Ну, удалю я их. Далее что? Но даже если у меня остается там вот какой-то вот такой вот стволик, который мне нужно будет подрезать, и что? Он роли так таковой сильно не играет. Конечно, есть такое предположение, даже вот я думаю на данный момент, что что-то развивается на стволике, который, вот, допустим, остался внутри посадки, ну, с теми корнями, которые там ранее были. Но если бы он начал портиться, я уже их изучила, эти орхидеи вдоль и поперек, то начал бы желтеть ствол. Вот прям даже хоть один из этих листиков начал желтеть от основания. Но я этого не вижу. И показания для пересадки, как я всегда говорю, показания к операции, ее просто нет. Ее просто-напросто нет. Поэтому я вам в миллионный раз говорю, ни в коем случае лишний раз орхидейки не потрошите. Даже вот сейчас вот я тоже сидела и думала, вот у меня секатор под рукой, что я листья хоп-хоп все обрежу. И что? Тоже я в итоге получу. Я получу, что эти листики, они все равно дожелтят. Как бы ты ни срезал, и сколько бы ты ни срезал, даже захватывая здоровую ткань, она все равно ее отжелтит. Она избавится от этих листьев. Единственное, конечно, что меня удручает, что потом в будущем будут чешуечки, эти листья, они отпадут сами по себе, будут чешуечки. Но они у меня в поле видимости, я их также пинцетиком раз-раз аккуратненько отщипну, и все. Дай бог, чтобы мои предположения были верны. И обязательно, ну знаете, пройдет там, не знаю, недели 2-3, и я вам эту орхидейку покажу, что с ней сейчас происходит. Думаю, что она будет жива и будет у нее все хорошо. И поэтому, если вот вы в особенности новичок, да, вы даже не понимаете, не предполагаете, как вообще, как выглядят заболевания, как они проявляются, спросите у меня. У меня есть социальные сети везде. Сейчас я их везде создала. Вайбер, ВКонтакте, Инстаграм нас блокирует не сегодня-завтра. Под каждое видео у меня есть ссылка на социальные сети. Вы меня можете везде найти, вы можете везде проконсультироваться. Я для вас открыта. Обязательно хочу еще сказать, чтобы вы подписывались на мой канал на Яндекс.Дзене. Там я тоже видео публикую на случай всякий, вдруг заблокирует YouTube. Конечно, будет жалко. Все то наработанное, которое есть на моем канале, не дай бог, возьмут и закроют. Но это тоже может быть. Поэтому я все свои видео копирую на Яндекс.Дзен. Вы можете также подписаться. Там могут комментарии оставлять только подписчики. Все, ребят, буду за ней дальше наблюдать. Буду за ней дальше продолжать также ухаживать. Хелатом железа я ее обработаю. Ну, наверное, обработки 2-3 с промежутком в 10 дней я и сделаю. Все, больше от меня никаких действий по отношению к этой орхидее не требуется. У нее я не вижу, что это грибковость, что это вот прям действительно такое серьезное заболевание, от которого нужно спасать орхидею. А что говорить и ходить вокруг да около. Так вам покажу буквально чуть-чуть и быстренько. Вот эта орхидея, она стоит у меня сейчас на продаже. Но, насколько я понимаю, это опять мой житель, который мне опять достается в наследство. Видите, какая ситуация? Орхидея желтеет лист от основания. Вот его прекрасно видно. И также я вижу, что вон там проблема, она присутствует. Вот это заболевание. Вот это грибковость. Вот это гниль на шее. И эту орхидею не нужно прям лечить здесь и сейчас. Ну, этих видео у меня тоже уже полным-полно. Я не буду для вас ее записывать. Вы можете посмотреть также в каких-то других моих видео. Вот это да, вот это я буду лечить. Видите?
абсолютно две разные ситуации. Листья вот у этой орхидеи желтеют с конца к основанию, а здесь наоборот от основания к концу. Вот это болезнь. Думаю, что я вам все показала. Думаю, что я вам все рассказала. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого доброго. Всем пока.